Здравствуйте, господа! 12-я серия по восстановлению Audi S4 дюжина начинается, как я вам и обещал. Вы вчера, а может быть еще даже и сегодня, смотрите 11-ю серию. В четверг, соответственно, вы это делали, и в пятницу, как сегодня. А мы уже снимаем дальше, потому что сроки. Исключительно питерская расчлененка. Как у нас в городе и принято, соответственно. Чтобы вы в Питер не привезли целым, уезжает оно отсюда в пакетах и по частям. Если сильно попросить, потом могут собрать обратно. Значит, что у нас будет происходить? Смотрите, ряд процедур. Наша бленда, которая изначально уже даже немножко подготовлена, она, как вы видите, уже лишилась задней части, потому что в ней внутри просто было кладбище, мухи. Смотрите, вот это вот, видите, там песочек, земля. То есть в любом случае просто отполировать ее и покрасить бы не прокатило по ряду причин. Это раз. Два, она содержит в себе множество трещин. Располовинить ее полностью, к сожалению, не представляется возможным, как ребята говорят, потому что вот это все вот распаять, спаять обратно, аккуратно, ну, типа, или руки, конечно, золотые, или просто это невозможно. Вот, собственно, два варианта, которые мы рассматриваем. Поэтому, значит, мы половиним вот эти большие части, вот она уже, видите, она здесь чистая, и снаружи чуть заполирована. Исходя из этого уже очевиден контраст. Даже если мы вот так это смотрим, вот, смотрите. Класс, да? Вот это уже прозрачненькое, светленькое, слегка притонированное, как оно и должно быть в Helly Black. Это то, что мы приобрели. И это еще мы приобрели очень хороший вариант, потому что бленды, которые стоят в 2 раза дороже, по состоянию в 2 раза хуже. Значит, эту середину вымыть, ее также придется. Вот очень хорошо видно, сколько здесь грязи внутри, вот это вот все. Но это будет вымываться, видимо, высоким давлением уже отсюда сюда, туда и так далее, пропускаться тряпки, начищаться как-то. Ну, в общем, как вы понимаете, чисто механическая обработка и очищение. Для того, чтобы это все выглядело как новое. Задние части, которые стояли вот так, они, как вы видите, оттуда, выражаясь нерусским языком, достаны и, соответственно, отправились в перехром. Как это работает в Audi? Вот она здесь ПТФ-очка стоит. И чтобы она была красной, делается вставочка. Вот она, как я и говорил, красная. И она одна только с одной стороны. И она вот так, когда у вас бленда, вот таким позорным образом красным оттуда светит. Что выглядит странно, потому что с этой стороны такого нет. Здесь-то есть красная вставка, а здесь вместо красной вставки заглушка и просто хром. Таким образом получается светофор. Здесь есть красная, здесь нет. У нас будут 2 лампочки заднего хода. Эту штуку, соответственно, мы вытаскиваем и больше не вставляем, для того, чтобы и здесь был хром, и здесь был хром, и бленда смотрелась визуально одинаково черная везде, а сюда просто встанут красные уже непосредственно лампочки или светодиодные лампы, которые будут светить как ПТФ. И получится все идеально черное, идеально перехромированное, идеально светящее и, соответственно, оригинальное. Тестовые показы показали, что у нас все равно получается светофор. Если мы оставим вот эту хромированную часть все так, как она есть, еще раз напомню, что по заводу все-таки этого хрома здесь не было, по заводу это было вот так. Поэтому этот хром здесь и не светился. А светился у нас на улице этот красный фонарь с задней части, который также меня бесил. И теперь, если его не вставлять, то вместо него светится эта хромовая часть этой ПТФ-ки, которая также бесит, потому что в черной бленде получается светофор. Здесь никакого хрома, здесь хром и здесь задний ход. Но то, что задний ход у вас выделяется из фонарей, это всегда нормально. Задний ход всегда прозрачный и светлый, он действительно должен выделяться. С этим проблем, по крайней мере, в какой-то психологической составляющей нет. А вот то, что ПТФ-ка выделяется хромом, это странно. Поэтому есть идея с ПТФ-ки этот хром убрать, сделать его так же, чтобы она была не хромированная, это, в общем-то, не проблема. И тогда у нас получится ровная бленда. А то, что у нас задний ход будет выделяться квадратики здесь и здесь белым хромом из-под пленки, это также, собственно, не страшно. Вот как мы видим, здесь у нас даже наклеены 2 пленки. Первая прозрачная, она никак не меняет цвет бленды, кроме того, что придает, естественно, очень нарядный вид. И вторая черная. И, само собой, мы никакой наклеивать не будем. Ну, вы поняли, товарищ майор, если вы это смотрите, смотрите дальше спокойно. Пленок на бленде не будет. Ну и головная оптика содержит в себе 2 новости. Первая, естественно, это отличная, идеальная. И вторая, как вы видите, ну, пусть будет, в общем. Если мы говорим про головную оптику, я не знаю, как это делает компания Tune, я серьезно не знаю. Но вы не ошиблись, это новая
оригинальная Hella именно от S4. Сделана в Германии, и все равно ее пришлось обслуживать. То есть вы не поверите, да, она новая, она никогда никуда не устанавливалась. Все чистые абсолютно пазы, все в порядке. Но за время, сколько она лежала, а производство она у нас 2014 года, то есть в 2014 году они еще делались, вы представьте, то есть 2014 года фара, соответственно, она пролежала 8 лет. 8 лет она лежала, соответственно, на витрине. Почему 8 лет раньше она не продавалась, никому, собственно, вопрос. Но время, ребят, 22 год, он такой. И, соответственно, скопилась пыль внутри, поэтому все равно пришлось вытаскивать стекло, чистить фару, вставлять обратно стекло, и таким образом теперь она идеально чистенькая. Ну что ж, наш 2014 настиг нас и тут. Поэтому есть смысл заглянуть туда, если вы ищете тачку. Ясно. Таким образом, у нас будет головная оптика вся новая, а задняя оптика вся как новая. И кроме поворотников, это все Рига Hella, чему я лично очень рад. Огромное спасибо за ваши комментарии. Как обычно, огромное количество под нашими видосами. Нижайший вам поклон. Мы узнали много нового. Например, что можно высветлить пластик. Я видел это раньше в видосах, которые обычно так и называются. Полная реставрация, еще по-английски full restoration of the domкрат. Ну, допустим, или там of the перочинный нож и так далее. То есть очень, много таких стилей. Или там старый, например, старый Game Boy восстанавливают, и у него пластик желтый, естественно, его сделают белым. Это ультрафиолет и, как я понял, перекись водорода или что-то типа того. Рубрика эксперименты, наверное, уже не будем мешать и ввязывать в это пацанов. Я здесь буду вот это химия. Короче, буду ставить... Белый халат. Да. И будем делать что-то, вот попытаться это как-то все отбеливать. Обязательно. Плюс приезжает куча вот этих вот мелочей, типа вот там, видите, вот это вот сюда, вот это вот все, где-то что-то, плюс-минус там, неважно, да, буксировочная серьга, например, все, песок, покраска, Германи, номер, просто все идеально, потому что мелочи кроются в деталях, Наконец-то. Вот она так бесила прямо с малярки, вот эта штука. Прям так она была не очень. А теперь она вот нормас. Или опять же наоборот. Но это не важно. В общем, как вы поняли, все будет нарядно. Локер от этой машины, естественно, не очень подходит. Его нужно запихать под колесо. И вообще это шляпа. Локера я не очень люблю. Но он помимо функции защиты самих подкрылков, это мы могли сделать жидкий локер какой-то, да. Они несут некую функцию перекрытия окон, которые идут сюда. Потому что у нас тут нету части внутреннего крыла просто. Его нужно закрывать пластиком. Вот, например, этим. То есть это все нужно. Дальше. Из реформы уже подъезжают элементы салона. Потому что вот уже торпедо, оно очищено. В нем даже поменен ковролин, который вот там внутри, вот здесь, вот куда вы мелочь складываете. Он даже новый. Стоечки боковые, приехал потолок, крышка люка, все перетянуто, короче, новое, пока не будем распаковывать и так далее. Вот здесь пакетики ремни, да? Ремни. Ремни по классике, ребята, как в Passat. Черные с красной строчкой. Это аксиомы для VAX Pro движений, тем более для черно-красной машины. То есть они тоже встанут. И данное видео у нас снимается, как уже не раз было, при поддержке Дрома, потому что на Дроме можно найти не только новых машин, но и много поддержанных. Плюс на Дроме еще куча машин по старым ценам, потому что не все владельцы еще успели их поднять. Поэтому есть смысл заглянуть туда, если вы ищете тачку. Трубки разводятся, фильтр уже стоит здесь не просто так. Кронштейник тоже почищен идеально, корпус очищен. Термоэкран, который висел на нем, отполирован. Трубки появились от блока АБС к тормозам. Сегодня будем заливать тормозуху. В чем боль? Выясняется. Вот у нас есть вход, который был в гофре. Вот здесь гофра, которая между дверью и салоном. В ней, как вы видите, в косе определенное количество проводов, но с 94-го, смотрите, видите, их просто ломает.
Это штатные провода, они никогда не перерезались никем, не разгрызались, но они просто от времени одубела изоляция, и она полопалась. И вот такого там в косах через разные интервалы времени достаточно. И это сейчас нужно аккуратно все собрать, причесать и сделать из этого, смотрите, вот такую штуку. Вот она, как родная. Причем в эти косы уже заложены акустические провода. Михаил уже приходил, все подзапустил куда надо и так далее. То есть потом при установке музыки уже все будет заранее заведено, чтобы 10 раз не разбиралось заново. Усилитель будет, САП будет. Пока мне Михаил даже не рассказывал, что где и как это будет выглядеть. Но этот человек делал нам звук уже на 3 машины, и всегда мне нравилось. Причем больше всего мне нравилось как раз именно в сегменте, который вот просто звук. Не спорт. Вот просто какой-то звук. Вот как это делалось в Весте, как это делалось в Рапиде и так далее. Мне очень нравился этот звук. Он без претензий каких-либо на что-либо. Он просто кайфово, качественно играет, не громко. Вот. Поэтому я уверен, что результат будет и в этот раз потрясающий. Значит, приборка. Мы выслушали очень большое количество вашего мнения, комментариев, возгласов, голосовых, дикпиков, отсмотрено с татуировками на них вот этого самого пробега. И все-таки большее количество людей выступали за то, чтобы пробег сохранить. 460 987 километров. Он такой и будет, потому что большее количество голосов объективно было все-таки за сохранение пробега, чтобы это была история, когда посмотри ей 500 тысяч. Ты только посмотри на нее, да? Ей 500 тысяч, а она все еще может увезти твоего батю из семьи. Вот это вот прямо будет про эту тачку, просто посмотри. Поэтому, да, 0 тоже много высказывалось. Я только что обнулил нижней части, ладно, чтобы верхней часть не обнулился. Ну ладно, надеемся, что это не произойдет. Короче, пробег останется 466 тысяч километров. Что касательно всей этой проводки, вот этой вот требухи, то в этом состоянии здесь люди пребывают уже не первую неделю, и мы сейчас вам вот про это все рассказали. Сегодня пятница. Последний съемочный день будет во вторник, и оно практически не поменяется, вот увидите в конце видео. То есть, а этим занимаются все. Огромное количество времени. Поэтому до следующих включений. А, 23 число, понедельник, господа. Съемочных дней остается максимум. Тем не менее, что изменилось, как вы видите, с первого взгляда не изменилось ничего. Хотя вот эти золотые руки и Александра, и Ярослава, наверное, впервые за пару дней то что-то делают, но неважно, на камеру это все выглядело. Нет, что все. В общем, тут ребята обложены схемами. И опять же, знаете, нету детали, про которую мы бы не рассказали историю. То есть, казалось бы, нужно просто взять, собрать машину, к примеру, те же вот свеклоподъемники, они уже залетели, кнопка блокировка дифференциала залетела, ветошь залетела, но это не важно. Мы сейчас про электрику. В общем, тут все залетают. Это проблема в Audi. Соответственно, свеклоподъемники, смотрите, они у нас получается вот это вот. Вот, видите, все работает, да? Но есть еще вот та дверь. Эффект не наступил. Пока не подсоединил. Не подсоединил. В общем, если бы Ярослав даже подсоединил, я могу другую. В общем, работают они через раз. Если вкратце, деталь, которая мы, честно, не помним, работали ли, к примеру, у нас все кнопки стеклоподъемников, когда эта машина была в сборе. Сейчас выясняется, что они не работают. Таким образом, даже при сборке машины те же кнопки стеклоподъемников, причем, скорее всего, и главный блок водительский, и блоки, которые у нас находятся в задних дверях, их нужно перебирать или менять, или что-то типа того. Тот же, на самом деле, блок управления задним дифференциалом. Он вакуум пропускал со всех сторон. Такая небольшая коробочка, в которой просто несколько клапанов с вакуумными трубками. Сань, ты что в итоге сделал? Ты сделал что-то или нет? Клапана продувки этого. Это вот он? Давай покажу. Давай покажу. Клапана продувки абсорбера от Вага. Давай. Это вот, да. Это сам блок. Конкретно он уже модифицирован, то есть вот этих бубенцов быть не должно. Он выглядит просто вот так, в виде подходящих к нему трубочек с вакуумом вот сюда вместо проводов и разъема электрического, даже 3 трубочки с вакуумом, которые управляют работой заднего дифференциала, его блокировкой, вернее, механической, 100% принудительной. Также он отвечает за то, что при наборе скорости свыше 40 км в час задний дифференциал автоматически разблокируется. Вот, собственно, и все, что делает этот блочок. Он не завязан на мозг, он просто берет сигнал с приборки. Он, кстати, или с блока управления двигателем берет, Сань, не помнишь? В коробке.
с коробки. То есть даже свой датчик. То есть он не связан даже с мозгами, да? Не, вообще ни с чем. Ну, С коробкой. о, заработало. Но в нем внутри такие трубочки. Сейчас я вам, наверное, не смогу, уже завальцевали. Все. Но внутри просто трубочки с вакуумом, и они все пропускают. Или, скорее всего, уплотнители клапанов, которые внутри пропускают. Поэтому к нему дополнительно, то есть управление останется на нем, а маленькие клапана, которые в коробочке, заменены клапанами ваговскими стандартными, но уже от другой машины, которые и будут в итоге управляющими. Иначе блокировка заднего дифференциала бы не работала. Ну, чтобы вы понимали, масштаб боли при сборке. Каждая деталь, стеклоподъемник, блок управления дифференциалом, еще куча разных датчиков, тот же самый блок управления центральным замком переделываются. Каждая деталь распаивается, все это со схемами, как было, как будет и так далее. Поэтому вроде как ничего не происходит, а энергии у пацанов на это уходит, ну, вся полностью. Центральный замок не работает, блок вакуума. Да, я вот рассказывал, что центральный замок, значит, здесь, ну, типа, есть некая обратная связь, и когда вы опускаете солдатик один, у вас опускаются остальные солдатики и так далее. Эта центральная связь, она вся аналоговая. И у центрального замка до этого было что-то типа... Вот такое количество проводов отвечало только за работу центрального замка. По современным меркам это можно все заменить блоком какой-нибудь управления сигнализацией, простейшим обычной, который будет принимать сигнал от передних дверей и ретранслировать его уже на компрессор. То есть вот из этого можно будет оставить что-то типа вот 3. Вот так. И поскольку у ребят еще далеко не кончилось вдохновение, и у них есть идея заниматься так, чтобы это был не просто реставрация, а некий рестомод, то есть внесение современных решений в старую машину, поэтому также это все и делается. Не хочется им мешать, все устраивает и так далее, и так далее. Частый вопрос, почему нету пола. До сих пор, пацаны, реально под каждым видосом, представляете, есть вопрос, где пол в багажнике. В милрифе? Да, он в милрифе, его забыли. Надо пока вклеивать, удобно. Все удобно, да. Так дело в том, что ниша запаски, я вроде про это даже рассказывал, она пластиковая, и просто на герметике сюда отдельно вклеивается, поэтому этого пола здесь не было с завода, и эта ниша продается отдельно. На барахолках их много, там по 5000 лежат и так далее. Еще была супер предъява. Типа, Костя слил проект, потому что он сказал, что ему жалко 25 000 на вот эти расширители. Да, так вот, жалко, ребята, у пчелки. А пчелка на елке. А расширители нашлись за 4. И если бы я за каждую деталь, которую мне предлагают, типа люк за 50, бампер за 50, магнитола за 50, вот эти за 25. Если бы я за все платил столько, сколько мне предлагают предприимчивые коммерсанты, бюджет был бы уже под 5 миллионов рублей. Ну, серьезно. Ну, мы купили магнитолу за 2 500, люк мы пока вообще не покупали. Кстати, он с 50 упал до 20. Но мы продолжаем ждать. Мы заберем за 10, это нормально. И расширители за 4 вместо 25, и так далее, и так далее, и так далее. И бампер мы в итоге забрали за 25, а не за 50. Был вариант вообще бампер забрать за сколько? За 700, по-моему. 800 евро. 800 евро, то есть там... По тому курсу это было там рублей 80-90. Ну, Бленду за 65 за день. Да, бленду за 65 000 рублей тоже, да, предлагали. Сказал, говорит, за 20 купил, за 65 продаю, говорит. Ну, Надо, кручусь да. как могу. И почему после этого меня обвиняют в том, что я крохобор? Да я просто знаю, что эта деталь не стоит столько денег. Глупо покупать магнитолу за 50, глупо покупать люк за 50. Распорку, я здесь в этом паблике, который я тебе кидал, Яр, просто распорка, вот эта палочка, 9000 рублей. Под капотом? Да. Стакан? И 8 из 10 комментариев за такие деньги даже академик не купит. То есть прям вот, ну, вот это просто труба квадратного сечения, распорка, вот, типа 9000 рублей. Серьезно. Она кастомная, стоит спортивная, на сайте по тюнингу 2900. Ну и так далее. То есть, ну, нету в этом крохоборства. Вы что-то попутали, ребята. Немного. Спокойнее надо. Просто всему свое время, и мы купим это за 4. Мы заберем это гораздо проще. И, ну, я понимаю, что деньги не проблема, но есть же еще здравый смысл помимо денег. Движемся дальше. У нас заработал климат. Как вам доказать, что заработал климат? Это... Давай, открывай. О, да. Вот это в лицо пошло. Это на лицо. А это на грудь. Да не важно. Слушай, ну все, можно градусы выставлять. Кстати, у него нет датчика солнца. Но видите, да, опять же, смотрите, вот заработал климат, радость, да. Смотрите на цифры. Печаль, да. Надо и его теперь чинить, менять. Ну, короче, вот так вот всегда. Прохладным дует. Ну, Кондей кондей работает, да, на Ты ж заглушенном. просил. Кондей не срабатывает, видишь, все. Нету, видимо, отклика от У нас муфты. компрессор кондея вон лежит. Да.
Ну, короче, этих штук благо навалом продается, это не проблема. Ну, короче, все как всегда, то есть, видите, дело движется, но оно постоянно встречает на своем пути какие-то лютые препятствия. Слушай, это же самая сложная система климат-контроля здесь. Да, слушай, нет, у нее уже датчика солнца нет, кстати, у этого климата, как и в Passat. Ну, Саня сказал, что это самая сложная, короче. А, ясно. Короче, это самая сложная система, да. На 2 страницах. А, вот это про климат, да? То есть, видите, здесь идет провод, потом кроссовок пошел, вот так вот сюда, все опутает, потом снова провод. Как в этом разобраться? Нигде кроссовок в косах, его нет. Тут есть еще вот другие, у Сани тоже, это называется, когда работаешь даже не руками, а головой, поэтому все в кроссовках. Это у нас, что это у нас? Это стеклоподъемники, а это у нас, похоже, вакуум, да? А это у нас вакуум, Central Locking, Alarm System, нет, это тоже центральный замок. Он завязан со стеклоподъемником. Да, ну, короче, вот много-много таких вот схемок, и Александр с Ярославом тут колдунством занимается. Короче, вот так. И вот так каждый день, каждый час, каждую неделю, каждое последнее все время. Что-то происходит. Выясняется, что что мы присоединили, тоже надо чинить. Смотри, это походу раз, два, В ручках. потом смотри, 3, 4. Это что? Это концевики? Нет, плафоны в ручках. Этих. Наверху. Они объединены в одну нейросеть. Ну, видимо, да. Угу. И вот эти оторванные провода у тебя в руке как бы намекают на то, что... А, это ладно. Трехсторонний скотч. Трехсторонний скотч. Технологии. А вот визуализируйте как хотите. Да, это, ну, там, это понятно, продолжается борьба, а это элементарно, значит, на приборке 2 экранчика. Нет, 1 экранчик. У вас 2 циферблата. Первый — это 466 тысяч километров, второй — обнуляемый пробег, который до 1000 показывает, и под ним экранчик, который показывает температуру окружающего воздуха и что-то еще, по-моему, не помнишь? Здесь чистая температура показывается. Да, но даже он сломан. Причем он сломан и уже не нами, и не от времени. Он паялся, а здесь вот ножки паянные. Они паянные так, что слиплись между собой. И даже это не работает. То есть разбирать надо, ну, вообще все, до болта. Даже элементарно, чтобы показывало температуру окружающей среды на улице, нужно вот это все починить. Капец, сколько работы. А вот он был сломан, и его починили. Это заняло, ну, допустим, у Александра там 3 часа, может быть, полдня. Ничего не поменялось. Снимать, ну, что-то можно снимать, да? Или просто про каждую схемку, про каждый проводок, про каждый чип вам рассказывать. Знаете, сколько нужно терпения и энергии вот на это вот перемалывать это вот 1000 этих мелочей? Это просто абзац. Это про то, что вот когда ты покупаешь бэушную тачку, да, просто отдавай себе отчет в том, сколько в ней деталей. И каждая из них сломана. Каждая. Ну вот смотрите, мы привезли оптику, которую увидели в начале. Вот новая головная фара, и она уже работает как надо. То есть в электрике ничего не менялось, да, Яр? Просто вместо старой фары поставлена новая. Ну и давай по порядку, там габарит. Так, габарит. Теперь ближний. И ПТФ-ка. И дальний. Все работает. То есть, видите, в старых фарах было настолько много колхоза, внутри все перепаяно, что ты ее просто вставляешь, а она не работает как надо. Просто вставили новую в штатные разъемы, и все заработало. Есть габарит, ближний, ПТФ-ка, дальний. Все абсолютно в этой фаре идеально, как оказалось. То есть, вот прямо... Но мы же не можем покупать все новое, всю новую машину. Всего не найдешь. Поэтому нового приходится покупать половину, а половину старого того, что есть, чинить. А, да, кстати, я вот замечаю в комментариях люди, которые говорят, когда хоть что-то кроме Audi. Когда хоть что, сколько можно и так далее. Но тем не менее, у нас действительно есть проекты кроме Audi. Это не только ультратанк, это еще разные проекты. И их актуальное состояние вы легко сможете найти на Дроме, к примеру, по ссылочке в описании, которая там будет. Как конкретно инструкцию, именно что делать с этой ссылочкой, вы также найдете в описании к этому видео. Так что идите на Дром и увидите, в каком состоянии остальные проекты. Причем я могу даже направлять звук, я могу делать его вверх там. Он же отсюда идет. Это реально, слушай, очень интересно звучит. Но у нас, ребята, есть проблемы, потому что помимо звучания это все вот такого размера. И наши битвы за сток, они, ну, как бы выглядят довольно странно вот в этом, во всем формате. Черный порошок. Черный порошок? Но он не уменьшит размер. И ты этот сзади стоит там.
Что тут происходит? Какой порошок? Он кончился. Да. Значит, наша задача, причем этой трубой взять еще вторую. Ну-ка, вот так. Погоди, а давай, если мы сравним звучание. Сейчас. То есть, по-моему, командир, это не сток. Я не знаю, как мы это будем вообще осуществлять. Все, сейчас, погоди. Короче, держи. Все будет. А я держу вот так. И наш ансамбль, ну-ка, сток разный. Ну-ка. О, есть! Сейчас. Как это? Хуже стало. Другой звук. Хуже стало. Вот так нормас. Ну-ка, вот так прям четко вообще. О. Это фаза инвестора. Короче, да, мы вычислили длину волны по соотношению к инвертору, к фазоинвертору. В общем, все нормально. Но как мы возьмем вот это, плюс еще вот то, и вот это соединим с этим, чтобы был типа сток, потому что это какое-то просто, это безобразие. Это скандал какой-то просто здесь начинается. Просто кусочек оставится. Снизу от турбы будет выходить. В общем, вот с этим вот размещением совсем будут реально какие-то косяки, потому что это что-то будет вот так возле фары. И, ну да, мы покрасим это в черный, само собой, это ладно. С этим как бы есть. Вот это вот отсюда тоже от дросселя такая пойдет. Но это еще хоть гражданские. Они, ну ладно, просто покрасим в черный, с ними все нормально. Но в целом вот 110-я это, конечно, или это 100-я у нас? 102-я, да? Но это борщ. Это прямо серьезный борщ. Я говорю, что турбу надо все-таки попроще. Попроще надо ставить. Это ладно, это из такого странного. Из хорошего, что у нас есть, господа, что по электрике на сегодня уже работает огромное количество всего. Например, смотрите, что у нас есть. Это центральный замок. Во-первых, восстановлена штатная функция подогрева личинки замка. Для этого нужно просто выдержать эту, вот так вытащить ручку и держать ее некоторое время. И замок начинает греться. Если держать ее очень долго, он начинает греться так, что не терпит рука. Это помогает вам зимой делать так, что замок никогда не замерзнет. И даже если он замерзнет, вы просто его подержали и... Ну, вот он, да, я попробовал, он нагревается, и ключ в ней нагревается, и так далее. Далее сам центральный замок теперь работает. Это уже не штатно. Причем закрывает он, естественно, все двери, крышку багажника, лючок, даже бензобака, все как и должно быть. То есть это теперь все работает. Причем это работает по другой, более современной схеме. Теперь для этого не требуется столько проводов, как раньше, как мы и говорили. Но работает от штатного вакуумного и на штатном вакууме насосике, как это все было в 1994 году. Это раз. От вакуума заработала даже блокировка и электронный блок управления этой блокировки. Я вам до этого показывал его в руках болтающимся, однако... Есть фишка. Вот сам пульт управления этим дифференциалом. Вот, значит, у нас есть диф. И чтобы его заблокировать, надо эту кнопку нажать. Ну, соответственно, мы ее нажали, загорелась стрелочка, но диф не блокируется. Почему? Потому что нет вакуума. Но мы можем этот вакуум дать, сделав... Я так не умею. Во, загорелось. Работает. Смотри. Зафиксируйся пока. Такой затяжной, я не могу делать вакуум. Давай. Давай. Загорелось? Короче, если дать туда вакуум, то уже работает даже блок управления этим задним дифференциалом, как мы с вами и поняли. То есть все начинает быть классным. Уже завтра, мы сегодня, наверное, не успеем, завтра уже залетает потолок, сюда оформляется, потому что работают все плафоны салонного освещения. Вот они пока все затянуты, но тем не менее они все работают. Там уже на концевики заведено. И эти косы, которые все сейчас лежат вот так, их нужно просто, ну просто, это, конечно, в кавычках, да, причесать, уложить в штатные места, где они крепились. Вот это как-то все вот так немножечко вот так вот просто вот так вот все сделать. Туда мультиметр для уверенности тоже смотать, и пусть там живет себе и что-то измеряет. И все, можно уже полноценно укладывать воздуховоды, хотя вот центральный уже стоит, и ковры. То есть в прошлой серии мы установили ковер просто, чтобы показать, что вот он, в принципе, уже совсем в этой серии не успеем, в следующей он уже точно ляжет основательно.
И получается все установить ресивер вакуума, потому что вакуум штатный, причем вакуумная система, здесь оказалось две вакуумные системы. На блокировку дифференциала и на работу климата работает от вакуума от двигателя, а вакуумная система на центральный замок работает от своего насоса, который этот вакуум создает принудительно. И вроде как все. То есть вот эта вся битва с электрикой, она условно уместилась в 2,5, уместится максимум 3 серии, что гораздо лучше, чем я ожидал. Ну и в следующей серии, конечно, нам все-таки уже предстоит вот это все как-то вот здесь уже приводить к некому условному порядку, чтобы у нас подкапотка оформлялась, и после этого радиаторы же приехали. 30-го. 30-го. Это понедельник. Это, но опять же, что-то уже можно будет пытаться навешивать. И кондейный радик есть. Все, то есть, ну и кулек есть. То есть, соответственно, можно уже, да, есть пайпы, и можно будет уже пытаться как-то это все компоновать и оформлять. И бампер мы пока по-прежнему не знаем, когда приедет. Бампер ИКБ. Уже в России. То есть 19 числа вышла история на основном канале, наше видео о том, что, пожалуйста, отправьте нам бампер. И 20-го, прикиньте, совпало. 20-го резко бампер просто выезжает с ланча прямо с Алматы. Этот бампер такой... И все, вот квадро-старт случился у него. И сейчас бампер уже в Екатеринбурге. То есть, соответственно, я думаю, что 5, может быть, дней, что-то типа того, он должен быть здесь у нас, и мы сможем, очень хочется, чтобы в следующей серии мы все-таки уже все сложили, приложили и скомпоновали. 977. Кто ты? Алло, здрасте, Яндекс, доставка. Доставка. Здравствуйте. Вы очень вовремя, спасибо. Сейчас выйду. Вы во дворе заехали? Да. Да, спасибо. Доставка привезла то, что расскажет вам, какую машину я не купил. Минуточку. Академик дерево Див. И еще вот такая коробочка есть. Все новое, все оригинал. Где какие-то логотипы? LR. Вот я вижу только LR надпись. А вот наклейка Land Rover. Все, проверьте подлинность. Прям все настоящее. Вот, пожалуйста. Румыния. Короче, вот, только одна коробка это наша получается. Это целый комплект, как я понимаю. Полностью оригинальный. Сейчас мы его вскроем. Я заказал новую машину. Но невозможно собрать комплектацию мечты, к сожалению, у новой машины. Если вы заказываете 5-литровый, то 5-литровый идет только на черном салоне. Строго. А я хотел черно-белый контрастный салон с деревянными вставками под орех. Но в 5-литровой версии, а естественно другого двигателя я не хотел рассматривать, потому что на гибридах и на электрокарах нам, походу, еще всем ездить всю оставшуюся долбанную жизнь. Поэтому я хотел отпраздновать закат V8 ярко. Через это вы знаете, что есть идеальный двигатель, который я люблю больше всего, и это, естественно, 5 литров на компрессоре. Уже заказаны были всякие шкивы, стейджи, спорткаты и прочее. Но для салона нам нужно было перетянуть салон в черно-белый контрастный и вместо черных вставок сделать вот эти самые вставки из натурального ореха. Кстати, стоят они, ребята, по-моему, всего по 3000. Оригинал Land Rover. То есть вот это все, оно было недорогим. Сейчас. Их тут несколько, естественно. Это ручки дверей, это 2 задние двери и 1, по-моему, передняя дверь. Это вот 3 вставки ореховые. И центральная вставка. Нет, 4-я. А 4-я это откуда? Погоди. Дверей 4, а вставки 3. В этом прикол. Потому что в этой машине левая дверь отличается от всех остальных. Там другая ручка. Там стеклоподъемники завалены. И, ребят, центральная часть... То, что находится посередине салона, она, естественно, также. И вот сейчас вы все сразу поймете, какая это машина, просто по вот этому вот. На болтах, клюшка. Это центральная часть, которая вот здесь справа, вот подлокотник, и у нее вот орех. Это все было уже куплено, чтобы сразу машину, которая придет, переодеть в нормальный орех. А кожа Напа оригинал также была заказана. Там, по-моему, только не Напа, там, по-моему, Виндзор кожа. Она оригинал также была заказана. Она приезжает такими нарядными, прям целыми вот коровами, этот Виндзор. И, собственно, вы получаете контрастный черно-белый салон от версии 3-литровой, максимально заряженной, жирной, на 5-литровом. И, естественно, как вы все уже давно поняли по вот этой форме, по вот этим болтам, по ореху, это был 5-литровый 110-й Defender, который мной был заказан типа в октябре. Он должен был приехать с бюджетом что-то вроде 10,5 миллионов рублей, потому что я... во-первых, хотел проводить V8, а Defender в актуальном модельном ряду
если мы говорим из новинок, да, уже с новой мультимедией, у Defender PV Pro мультимедиа, у Defender уже все от нового того, что сейчас будет только в новом рейнже в Defender, это уже есть раз, и два, Defender при этом еще на старообрядном, на классическом, моем любимом 5-литровом моторе, а не на этой 4.4 S63, как у BMW, потому что я уже много раз говорил, что если бы я хотел купить BMW, наверное, я бы сразу взял X5M. Не нужно мне двигатель от BMW пихать в Land Rover. Но, собственно, продакшн этой машины должен был начаться в конце февраля. И, как вы знаете, в связи с началом специальной военной операции, естественно, Defender мне не приехал. Не то, чтобы я сильно хотел поменять его на PHEV, просто PHEV уже 2 года, и я подумал, что он бэушный стоит столько же, сколько новый Defender. И прикол в том, что можно было просто ключ в ключ обменять PHEV на 5-литровый компрессорный Defender. Это было бы очень нарядно, было бы ра-та-та-та-та, выхлоп от СВР сразу, при этом сток СВРовские банки заезжали назад. И все это было заказано, все это уже ехало. Часть приехать успела, как вы видите, вот по этим накладкам, которые оригинальный орех, прям Land Rover. А что-то приехать не успело, включая и саму машину. Естественно, мне пришел отказ, Defender у меня больше не будет, поэтому придется мне дальше страдать, крокодиловыми слезами обливаться на заднем ряду лонгового Range Rover. Грустно это или печально сказать трудно, потому что, в общем-то, Defender я покупал не потому, что мне очень хотелось Defender, а просто потому, что хотелось что-то новое, жизнь одна, и в ней нужно попробовать все вместе и сразу. Мне предложили, естественно, сразу же завести этот Defender без проблем, хоть сейчас, хоть когда уже через Эмираты можно его завести, и все-таки на нем покататься, это вообще небольшая проблема. Но я подумал, что если сложности, я и так не то чтобы прямо вот там, ну, понимаете, ставил себе супер задачу, что такие сложности мне нужны и не нужны мне. И в итоге Defender у меня нет, а есть от него вот эти клюшки и натуральный орех оригинал. Если однажды вдруг что-то случится или у нас тут сейчас что-то там, хотя вряд ли, конечно, что-то уже произойдет, то в любом случае у меня это уже есть, а каких-то больших денег я за это, как вы слышали выше, не платил. Так что вот такая история из того, что мне не приехал этот Defender, поэтому я купил другую машину, уже в феврале, собственно, сразу же, не стал расстраиваться. Про нее пока никому не говорил, а узнаете вы про нее в августе. Но это вообще другая вселенная прям, если вкратце. Такая история, движемся дальше. Но если кто-то в это непростое время решил все-таки подобрать себе автомобиль, то я рекомендую вам идти на Дром, потому что там всегда большой выбор автомобилей. Ссылочку на него со своими корешами я разместил в описании под этим видео. Я не могу иначе сказать, что я могу еще поделать, да? Поэтому идите в описание, скачивайте Дром, и также вы там найдете инсайты по нашим проектам, в каком они сейчас состоянии. Что ж, как вы поняли из предыдущего эпизода, путь тернист. И даже в случае S4, AS4, AS по-английски спорт, как вы поняли. Так вот, в случае с S4, помимо просто сборки машины, параллельно осуществляется и ремонт. Ремонт, блин, всего. Практически каждая деталь, которая попадает в руки мастеру, перед тем, как установиться на машину, должна быть отремонтирована или заменена на логичную, там, новую, бэушную, а потом снова отремонтироваться и так далее. За счет этого все происходит в 2 раза дольше, чем если бы это нужно было просто собрать. А так-то вроде как проблемы нет. И эта рутина, она отнимает гораздо больше силы и энергии, чем так называемая крупноузловая сборка. Потому что, да, все мы хорошо понимаем, где горизонт, когда вот мотор, коробка, все это срастается, и вроде, ну вот она машина. Что осталось-то? Осталось-то что? Салон прикрутить, кресло поставить, и все же готово, да? А вот эти вот мелочи, вот эти вот все проводочки, каждый из которых еще почему-то не работает так, как надо, потому что не работал даже до того, как мы это разобрали. А мы, поскольку собираем машину уж в идеал, мы же не можем ее собрать и так, чтобы что-то не работало. Это будет, ну, выглядеть довольно странно, тем более, когда оно все разобрано и все в твоих руках. Соответственно, вот эта 1000 мелочей, она немножечко полощет голову. И здесь приходится конкретно поднабраться терпения, просто ждать и ждать и ждать. Это очень похоже на то, когда мы снимали малярку, когда машина 2 месяца стоит и вроде ничего не происходит, а потом 2 дня, буф, все, она красная и выезжает. Вот просто взрыв какой-то. Здесь вот примерно то же самое, потому что очень долго перебираются монотонно все эти провода, электрические детали, разные элементы, они все приводятся в порядок, и потом в какой-то момент это хлоп, все и соберется. И заведется, и огонечки загорелись, и поехали. Но этот хлоп произойдет однажды, и когда точно, мы, к сожалению, пока не знаем. А пока огромного нам всем терпения, пожалуйста, пожелайте, очень сильно пригодится. Огромной нам всем удачи, спасибо вам огромное, что до сих пор смотрите эти видео, и пока. До встречи в следующей серии ровно через неделю.
Я надеюсь, что будет бампер. Все-таки соберется оптика. Уже дверные карты. Уже пайпы. Но должно прямо оформиться все. Задний бампер мы до сих пор так еще не озадачились вообще, кстати, его покупкой. Но благо их вот там прям пачками. Но он мало того, что не куплен, он еще должен быть, покрашен. Ну вы поняли, все, точно, пока.